Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на 2022 год для знака зодиака Близнецы. Расклад у нас будет по 12 астрологическим домам, и работать я буду на Таро Акаши. Эта колода имеет доступ к информации, которая содержится в хрониках Акаши. Она может помочь нам открыть духовные потоки, которые всегда текут между нами и хрониками. Также вы можете получить доступ к информации о вашем прошлом, настоящем и о вашем будущем. Это поможет вам раскрыть ваши способности, решить ваши проблемы или сложности в отношениях, или действия, которые помогут вам двигаться вперед по направлению к вашим желаниям и мечтам. Так, Близнецы, 2022 год. Что вас ожидает в 2022 году? Я сейчас разложу по домам, потом буду трактовать. Да, еще у нас будет одна линия жизни. Это то, что происходит у вас сейчас, и по этой линии жизни вы поймете, резонирует с вами расклад или нет. Также я советую вам смотреть по вашему асценденту, если вы его знаете. Первый дом. Да, я потом буду показывать второй дом. Расклад большой, поэтому не умещается. Так. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой дом, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Так, я все покажу, не переживайте, просто расклад большой, карты большие, поэтому не умещается. И давайте посмотрим вот эту линейку, 5 карт. Они отображают людей или ситуации, которые актуальны для вас в настоящее время. Это то, что важно для вас сейчас. Это то, на чем сконцентрирован ваш фокус внимания. И у нас еще будет одна карта. Это взгляд в будущее. Это намек на будущее, направление, устремления, основанные на выборе и действиях вас в 2022 году. Но эту карту мы откроем в конце расклада. Ваш прогноз готов? Давайте начинать. Первая карта в этом ряду у вас это четверка роз. Карта называется «Явился уже эго». Это у нас взгляд на эго. Карта прямая. Мы видим, что перед зеркалом стоят 3 человека, а отражается только один. И причем вот это отражение на других людей смотрит с каким-то превосходством. Карта может показывать, что есть в вашей жизни человек, скорее всего, бездумный и эгоистичный. Это может быть в любви, в дружбе, в семье, в бизнес-отношениях. Этот эгоцентричный человек строит планы только с точки зрения того, как они влияют на него или на нее. Возможно, вы слишком долго и много отдавали этому человеку, ничего не получая взамен. То есть вы терпели это пренебрежение, потому что продолжали надеяться, что все станет лучше, что человек изменится, или, может быть, слишком боялись разрыва. Вот сейчас вам говорят, вы должны осознать, что этот человек вряд ли когда-либо изменится, и, возможно, вы просто откладываете неизбежное.
Вот честно взгляните вот в это зеркало и поймите, как пребывание в этих отношениях влияет на ваше будущее. Вторая карта — это у нас пятерка ключей. Карта называется «Желания исполнены». Да, она перевернутая. В прямом положении мы видим тут дом полной чаши, есть все. Корзины с фруктами, и с овощами, и с хлебом, и вина, и деньги, и ключи. И вообще и сам этот дом шикарный, и вид из окна потрясающий. Но когда эта карта ложится перевернутая, она может показывать, что вы сейчас сможете ощущать, что ваши мечты где-то далеко. Но это не так все безнадежно. Просто вы должны работать, чтобы изменить эти обстоятельства, а также вашу реакцию на них. Не переходите в оборону, оставайтесь сильными и стойкими даже в своих самых небольших победах. Это масть ключей. И самый важный ключ для получения ваших желаний исполненными — это ваша внутренняя сила. Поэтому продолжайте работать над своими мечтами, и тогда они начнут работать для вас. Третья карта у нас — это старший аркан опять, да. Здесь у нас 18-й старший аркан, он называется Up in the Air, это в воздухе, но карта у вас перевернутая. То есть в прямом положении мы видим, стоят мужчина и женщина, и у них над головой висит воздушный шар, а в этой картинке что-то находится, а что им с Земли не видно. То есть были аспекты какой-то ситуации, то, что было от вас скрыто. Когда эта карта переворачивается, она говорит, что вот эта ситуация, которая висела в воздухе, наконец-то опустилась на Землю. Да, все еще могут быть какие-то небольшие неизвестные элементы, но сейчас вы интуитивно и даже воочию можете увидеть гораздо все более четко. Но более того, вы можете наконец как-то повлиять на эту ситуацию и получить больше возможностей. Вот доверие, которое вы сохраняли в этой ситуации, доверие, что ваши духовные наставники знают о том, что скрыты какие-то нюансы этой ситуации. Просто они понимают, что для вас требуется время, и вот эта ситуация прояснится для вас тогда, когда это нужно. То есть теперь вы можете более полно понять ситуацию и действовать уже целенаправленно. Третья карта у нас — это фигурная карта, это королева свитков. Она у вас прямая. То есть мы видим, что прекрасная женщина держит вот этот свиток и стоит в освещенной солнцем арке. Вокруг нее кружит энергия мудрости, знаний и истин хроник Акаши. И когда эта карта приходит в прямом положении, она приносит для вас важную информацию и вдохновение. Королева свитков — это женщина высшего разума, которую вы уже можете знать или вам только предстоит с ней встретиться. Ее целью является помочь вам подняться к новому уровню мудрости и понимания. Она может быть для вас учителем, или, может быть, эта женщина предложит вам дружбу, которая затем может перерасти в глубокую любовь. Но также она может быть вам полезна в каком-то проекте, который требует общения. То есть она может быть автором, маркетологом, издателем. Ну, например, если вы писатель, она может быть кем-то, кто посодействует вам с публикацией. Но также эта карта может показывать вас или важную для вас женщину, которая получит должность в области, связанной с коммуникациями, консультированием, преподаванием. Также это может быть маркетинг или публикации. Также эта карта может указывать на этап углубленного понимания и готовности вас к обучению. То есть для вас наступает идеальное время для личностного роста и обширного изучения. Будь то это развитие вашего физического тела, ума, или, может быть, это духовное развитие. Карта говорит: откройте тайны, которые скрыты вот в этих свитках Акаши, и войдите в эту дверь знаний. Пятая карта у нас — это единица ключей. Карта называется «Архитектор». Она у вас ложится перевернутая. В прямом положении мы видим, идет оживленная стройка. То
То есть люди работают на каких-то конструкциях, основаниях, фундаментах. И вот здесь посередине стоит архитектор, его помощник. У него здесь стол и очень много каких-то чертежей и планов. То есть в прямом положении карта может показывать вовлеченность у вас в строительство, ремонт или отделку вашего дома или рабочего места. Но когда эта карта ложится перевернутая, она может показывать, что ваши планы изменились или, может быть, даже провалились. Это могут быть вещи, которые, как вам кажется, вы не контролируете. Или, может быть, вы сами потеряли веру в свои собственные способности и авторитет. Но даже если очень большая задача стоит сейчас перед вами, не сдавайтесь. Для вас пришло время пробудиться в вашей силе, мощи. Ну а также вам нужно составить план. Если какой-то проект находится в состоянии краха, начните новый. Ну или, по крайней мере, рассмотрите некоторые действия, которые вы можете предпринять, чтобы восстановить вашу силу и начать все заново. Ну, если информация с вами резонирует, давайте смотреть дальше. Хорошо, первый дом у вас – это дом вашей личности, это ваше собственное «я», это ваша внешность, ваши планы, ваши устремления. Здесь у вас ложится 6-й старший аркан, это божественный врач. Но карта у вас ложится перевернутая. В прямом положении мы видим, стоит божественный врач. У него на груди кадуцей, это герб Меркурия. Меркурий у нас не только бог общения, но еще это бог исцеления, медицины. И мы видим, что этот человек направляет луч исцеления вот на эту женщину. То есть он не только ее исцеляет, но он еще ее наделяет даром целительства. Когда эта карта ложится перевернутая, она может показывать в первую очередь, что вы мало уделяете внимания и заботе себе. Или же, если вы были на пути открытия своих исцеляющих способностей, возможно, вы на какое-то время отвлеклись. Сейчас вам надо вернуть заботу, уважение к себе и воссоединиться со своими способностями, восстановить свою силу, силу ума, идей, эмоций, ведь они также являются частью вашего дара исцелять себя и других людей. Второй дом – это дом ваших денег, материальных ценностей. Это ваше благосостояние, это то, что вы уже заработали. Здесь у вас ложится совсем нематериальная карта. Это у нас первый старший аркан, это оракул Дельфи. Но карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, что женщина получает информацию из космоса. То есть у нее очень сильная связь со Вселенной. Но она еще получает эту информацию, и она ее понимает и трактует вот этому жрецу, который ее записывает. А когда эта карта ложится перевернутая, она говорит, что вы не слушаете или отрицаете свой внутренний голос. Возможно, вы получаете знаки от вашей души, то ли их не признаете, или, может быть, им даже сопротивляетесь. Может быть, вы ограничиваете ваши эзотерические медиумные способности, но в любом случае карта говорит: проснитесь, услышьте вот эти мощные сообщения, которые вы получаете. Потому что когда вы их отрицаете, вы разрушаете все, что желали достичь. Когда вы услышите свой внутренний голос и ответите на него, вы станете оракулом в своей собственной жизни. Да, материальное накопление – это хорошо, но нужно еще обращать на свое духовное развитие. А для кого-то из близнецов, может быть, это даже сделать профессией. Но также вот эта интуиция и связь с высшими наставниками может помочь вам и в реализации вашей работы, деятельности или в зарабатывании финансов. Ведь это связано одно с другим, и материальный, и духовный мир. Третий дом – это дом коммуникаций, это семейные отношения, братья, сестры, друзья, это короткие путешествия, дела вашего дома, короткие путешествия, да. И у нас здесь ложится единица свитков, карта называется on track. On track – это на пути, по пути, но карта у вас перевернутая. В
прямом положении мы видим, человек собрал вещи и занес уже ногу на порожек поезда, у него уже паровоз дымит, он билет купил. То есть он уже собрался садиться на поезд и в последний момент увидел вот этот указатель, который показывает другие направления. Но, может быть, он их не рассматривал. Когда карта переворачивается, она говорит, что ваша двойственность или ожидание идеального времени могли вас задержать. То есть у вас возникли проблемы с принятием действий в определенном направлении, может быть, из-за замешательства, нерешительности или же вообще вашего бездействия. Но от вас сейчас зависит довести этот этап до конца. Может быть, потребуется больше усилий и сосредоточенности, но вы должны вернуться к вашей цели снова. Ваш жизненный путь не задержан навсегда. Просто вам сейчас нужно проявить решимость. Скорее всего, есть какое-то руководство, которое заставляет вас двигаться в определенном направлении. Поэтому сейчас вы должны наконец-то уже решиться. Вот 4-й дом у вас – это дом, где вы проживаете, это дом вашей семьи, дом мамы. Это отношения с родителями, события в доме. Здесь у вас ложится 20-й старший аркан. Карта называется Will, Wisdom and Mind. Это воля, мудрость и разум. И она у вас прямая. Эта карта приносит с собой время огромной силы, равновесия и самовыражения. У вас сейчас очень сильна связь с высшими силами, вознесенными владыками, даже если вы этого не осознаете. Вам подвластно с помощью вот этих мастеров объединить огонь творчества с водой эмоций и восприимчивости, чтобы внести свой вклад в мир. У вас сейчас корона там, где она должна быть. И вот с этой высоко поднятой короной вы можете оказаться в значительной позиции власти и влияния. С этими силами вы сможете дисциплинировать себя, чтобы объединить вместе медитацию, творчество, отдых и необходимые действия. Поэтому воспользуйтесь этим временем и используйте эти полномочия правильно. Они не что иное, как божественные силы, которые сейчас движутся через вас, чтобы вы могли проявить их в мир. 5-й дом – это дом вашего творчества, это дети, это любовные отношения. Это то, на что вам в вашем доме нужно обратить внимание. Здесь у вас ложится 4 свитков. Карта называется The Karmic Trench. Это кармическая канава, но она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, что человек вышел в поле, у него очень много грядок, и стоят семена. То есть заходи и сей. А он уже по самый пояс закопался в канаву и роет все глубже, глубже, глубже. И ему все сложнее и сложнее из этой канавы выбраться. То есть карта говорит, что человек вернулся в эту жизнь, в это воплощение с намерением разрушить какой-то кармический паттерн, но его опять втянули старые мысли и поведение. И этот паттерн вам, скорее всего, известен. Вы можете узнать его в ваших отношениях, в вашей работе, но также в вашем поведении, взглядах и убеждениях. Но когда эта карта ложится перевернутая, она показывает, что вы наконец-то сможете освободиться вот из этого кармического окопа. И сейчас у вас есть все ресурсы, необходимые для посадки новых семян. Они принесут вам новый урожай и новую жизнь. Да, в некоторых случаях в вашей жизни могут произойти значительные или даже внезапные изменения. Это может быть разрыв отношений, проблемы с карьерой или финансовые трудности. Какими бы сложными ни казались вам вот эти ситуации, они могут помочь выбить вас из этого кармического паттерна, который вы для себя выкопали. Карта говорит, если вы наконец-то выберетесь вот из этого паттерна, дальнейших трудностей в вашей жизни вообще не должно быть.
Пришли ли вы к этой вновь обретенной свободе своими силами, действиями или же какие-то внешние факторы? Но сила теперь в ваших руках. Да, кармические изменения не происходят в одночасье. Поэтому будьте осознанны, когда вы создаете новую работу, новые отношения, чтобы не впасть вот в эти старые шаблоны убеждений и чувств. Это вот ваша возможность перевернуть всю жизнь, выбраться из этой кармической канавы и создать мощное начало, которое перенесет вас в будущее. Шестой дом – это дом нашей работы, это наши навыки, услуги, наша зарплата, а также это дом здоровья. И здесь у нас ложится семерка свитков, вообще свитков у вас много. Карта называется «Сложности и усердие», и она прямая. Мы видим, что человек занимается восстановлением старинного собора. Да, когда-то он имел очень величественный вид, но сейчас он представляет жалкое зрелище. И человек по кирпичикам воссоздает это здание, то есть шаг за шагом, день за днем. Вот эти кирпичи, которые здесь валяются, он кладет их на то место, откуда они выпали. То есть это очень кропотливый труд. Когда эта карта ложится прямая, она может указывать в первую очередь на строительство, ремонт вашего дома или бизнеса. Но также эта карта может показывать, что сейчас вы находитесь на пути к величию. Но это потребует внимания даже к крошечным деталям. Поэтому будьте прилежны со спецификой вашей стратегии и уделяйте значительное внимание деталям и, самое главное, завершению этого дела. И если вы сейчас имеете в виду какую-то долгосрочную цель, для вас сейчас важны именно маленькие шаги. Потому что мы знаем, что даже самые величественные соборы строились камень за камнем, день за днем. И только накапливая малое, можно достичь великого. Седьмой дом – это дом супружества, то есть это отношения с супругом, это бизнес-партнерство. Здесь у вас ложится королева роз, карта у вас прямая. Королева роз в этой колоде – это королева любви. Карта показывает прекрасную женщину. Вокруг нее и в волосах везде розы. Это женщина любящая, страстная, она очень надежная. Вообще это карта любовной связи. То есть отношения с кем-то, кого вы знаете, могут усилиться и стать более для вас значимыми. Или же это кто-то новый может появиться в вашей жизни. Поэтому карта говорит, будьте открыты для связи. Она может быть романтической, или это может быть новый друг, член семьи, или бизнес-партнер. Но этот человек будет для вас очень полезен и ценен. Королева роз может представлять также вас или важную в вашей жизни женщину, которая вступает в роль жены или матери. Иногда карта показывает счастливое разрешение проблем, связанных с семьей, дружбой или любовными отношениями. То есть наступает время для спокойных, мирных, любовных общений, поэтому откройте свое сердце к выражению заботы внутри и вокруг вас. Восьмой дом – это дом чужих денег, это деньги вашего партнера, то есть супруга или супруги. Это еще дом трансформации. Здесь у вас ложится 11-й старший аркан. Карта называется «Ковчег Завета», она у вас прямая. Да, у нас еще, по-моему, это дом кармы. На самом обыденном уровне эта карта может указывать на выгодный юридический договор или на передачу прав собственности. Также на успешную работу с брокерами или адвокатами. Но более чаще она показывает, что вы живете согласно вашему собственному кармическому контракту. Принимая во внимание свои уроки роста, развития, работая над самораскрытием и внося свой уникальный вклад в мир. То есть ваша карма не управляет вами, вы управляете ей. Когда работа становится слишком тяжелой, отдых не нарушает ваш завет, вот этот договор. То есть одно поддерживает другое.
Но многие из ваших кармических задач могут включать других людей. Не позволяйте эмоциям брать над вами верх. Это может повлиять как и на вашу настоящую, но также на ваши будущие жизни. Продолжайте работать над вашей высшей целью. 9-й дом – это высшее образование, это дом религии, веры, это дом эмиграции и дальних поездок. Да, еще это юридические вопросы. Здесь у вас ложится тройка ключей, карта называется The Chess Game, это шахматная партия, шахматная игра, она у вас прямая. Мы видим, что на шахматной доске противостояние белых и черных фигур. Есть между ними зона отчуждения, а какие-то фигуры уже лежат поверженные на доске. И люди, представленные этими шахматными фигурами, обычно не те, кого вы встречаете для приятного времяпрепровождения. Это карта политического и социального конфликта. Возможно, сейчас вы в ожидании каких-то трудных взаимодействий в окружении с людьми, таких как совет директоров, корпоративные иерархии, сбои в управлении или конфликтные ситуации в семье. И хотя вот эти стороны кажутся разделенными, многие из вовлеченных людей отстаивают только свои интересы. И во всем присутствует лживость и обман. Может быть, вы даже не уверены в мотивах и стратегиях всех, кто втянут в этот конфликт. Для вас пришло время эмоционально или даже фактически отступить. Потому что чем больше вы вовлечены, чем сильнее вы удерживаете свою позицию, тем более напряженной может стать вот эта ситуация. И даже если очень сложно, попытайтесь сохранить внутренний мир и спокойствие. Не участвуйте в каких-либо баталиях, но и не позволяйте кому-либо вас обмануть. Смотрите на все хладнокровно и бесстрастно. Люди вокруг вас обслуживают только свои собственные дела и интересы. Старайтесь отстраниться, будьте объективными и относитесь ко всем вовлеченным с более глубокой мудростью, но не позволяйте вводить вас в заблуждение. Для вас может прийти время покинуть или оставить далеко позади себя вот эту ситуацию. Но, может быть, пока это будет невозможно из-за каких-то обстоятельств. А пока просто позвольте себе быть наблюдателем, все понимающим и все знающим. 10-й дом – это дом вашей карьеры, это дом отца, отношения с отцом, это ваша репутация, социальный статус, власть, а также это общество. Здесь у вас ложится тройка свитков, карта называется «Setting your course», проложи свой курс, проложи или установи свой курс. Карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим 3 человека плывут на корабле. 2 прокладывают маршрут, а 1 смотрит вперед в подзорную трубу. То есть эта карта говорит, когда человек расширяет свои горизонты как в личной, так и в деловой жизни. То есть он не ограничивается только одним направлением. Когда эта карта переворачивается, она может показывать, что вы не смотрите так далеко вперед, как можете, или же не даете себе свободы двигаться вперед. Попытайтесь избавиться от привычки сдерживать себя. Это может быть недопонимание в каком-то проекте, в дружбе или в отношениях. Или, может быть, есть в вашей жизни человек, который вводит вас в заблуждение или же не справляется со своим бременем или нагрузкой. Также небольшой партнерский союз или объединение могут полностью распасться. Если у вас будут планы поездки или переезда, они тоже могут быть или отменены, или изменены. 11-й дом – это друзья, это социальные сети, это общение, коммуникации. Также это дом желаний, это дом мечты. Это цели, направление движения. Здесь у нас ложится The Lookout. Карта – это старший аркан, карта называется наблюдатель или смотрящий. Карта у вас перевернутая. Мы видим, что в прямом положении, опять же, вот как корабль, и опять же какие-то направления, опять движения. Человек смотрит вперед.
Вокруг него идет битва, баталия. У него на корабле уже горят паруса, а он пытается удержаться вот в какой-то сложной ситуации. Сохранить свое то ли местоположение, то есть сохранить равновесие и баланс. Но когда эта карта ложится перевернутая, она говорит, что наблюдатель все-таки упал и потерял свое положение. Но вот это падение выводит его из какой-то жаркой битвы. То есть вы можете оказаться в муках внезапной или трудной потери. Это может быть потеря работы, отношений или каких-то возможностях, например, в реализации, в творческом проекте. Карта говорит, какими бы болезненными и сложными это ни казалось, все равно это все к лучшему. Вот эта потеря выводит вас из конфликта и дает вам свободу достичь еще более высокого уровня возможностей. Но самое главное, вы больше не должны защищаться. И сейчас вы на пути к жизни даже больше, чем жизнь. 12-й дом – это дом тайны, дом секретов, дом интуиции, подсознания, а также дом изоляции, дом страхов. Но еще это что-то закрытое, это какие-то больницы, карантины. Здесь у вас ложится архангел Михаил, но карта у вас перевернутая. Вообще архангел Михаил является каналом божественной силы. И когда карта переворачивается, это для вас знак, что вам нужно восстановить вашу связь с реальным источником питания. Перевернутый архангел Михаил указывает на растущее чувство утраты и слабости, духовно, ментально или в других местах. То есть одной или более областей в вашей жизни могут быть неэффективны, и вы можете обнаружить себя в ситуации, когда вы не знаете, что вам делать и как взять на себя инициативу, чтобы это решить. Если это так, сейчас для вас придет время рассмотреть все способы, чтобы в первую очередь восстановить вашу силу. Отпустите ваши старые представления об ограничениях и замените их новыми мыслями и идеями. Вам нужно заниматься теми делами, которые вы любите, потому что тогда вы включаете энергию, которая делает вас счастливым. Сейчас ваша душа будет жаждать, чтобы вы перешли вот от этого пугливого, робкого ребенка к решительному и действующему. Помните, что архангел Михаил может поделиться с вами своей силой и смелостью. Его просто нужно попросить. И давайте посмотрим 18-ю карту. Она нам дает возможность заглянуть в долгосрочное будущее. Как я сказала, это намек на будущее направление и устремления, которые будут основаны на выборе и действиях вас в 2022 году. Здесь у вас ложится фигурная карта. Это король ключей, но она перевернутая. Карта может говорить, что у вас могут возникнуть некоторые трудности с мужчиной на работе, а также здесь может быть потеря работы или отдаление в отношениях для вас или для мужчины, которого вы знаете. Успех, к которому вы стремитесь, возможно, ускользает от вас прямо сейчас, или же вы предпринимаете большие усилия без видимой отдачи. Вам советуют сосредоточиться на понимании, как ваша жизненная цель может дополнить вашу карьеру. И когда вы это проясните, вы поймете, какие действия предпринять. Будь вы мужчина или женщина, король ключей перевернутый может указывать на человека, который связан с финансами, недвижимостью, с крупным бизнесом, который уходит с работы или который для вас становится недоступен. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Пишите ваши комментарии. Если вам понравилось, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего.